Вы когда-нибудь просыпались утром, и первое, что вы чувствуете, это неприятный ком в горле, который никак не хочет исчезать или, может быть, вы замечаете, что весь день приходится постоянно откашливаться, выводить мокроту, и это мешает вам наслаждаться жизнью, свободно общаться с близкими, даже просто дышать полной грудью. Это чувство, когда вы постоянно пытаетесь прочистить горло, когда каждый разговор прерывается приступами кашля, а по утрам вас ждет новый сюрприз в виде слизи. Знакомо многим, кто перешагнул 60-летний рубеж. Вы не одиноки в этом. И это вовсе не нормально для вашего возраста, как многие пытаются вас убедить. На самом деле, эта постоянная мокрота и кашель не являются неизбежной частью старения. Это не приговор, который нужно просто принять. Напротив. Очень часто корни этой проблемы кроются в совершенно обыденных вещах, которые мы делаем или не делаем каждый день. А самое удивительное, что решение может быть гораздо проще, чем вы думаете, и оно находится прямо у вас под рукой, в вашей повседневной рутине, в вашей кухне. Что, если я скажу вам, что существуют натуральные, простые и очень эффективные способы, чтобы попрощаться с этим ежедневным неприятным спутником и снова почувствовать себя легко и свободно, наслаждаясь каждым вдохом? В этом видео мы раскроем настоящие причины такого состояния и рассмотрим 5 простых, но мощных привычек и продуктов, которые помогут вам очистить дыхательные пути, уменьшить образование мокроты и улучшить качество вашей жизни. Мы поговорим о том, как простые изменения могут принести колоссальные результаты, даря вам возможность дышать без усилий и забыть о постоянном кашле. Обязательно досмотрите это видео до самого конца, ведь вас ждет нечто, что по-настоящему удивит вас и изменит ваш взгляд на ваше здоровье, показав, что путь к легкому дыханию открыт для каждого из нас. Давайте начнем с первого, казалось бы, очевидного, но часто недооцениваемого фактора, который играет ключевую роль в образовании и выведении мокроты – это наш водный баланс. Многие из нас привыкли пить воду только тогда, когда чувствуют жажду, но для нашего организма, особенно для дыхательной системы, это уже сигнал о начинающемся обезвоживании. Представьте, что ваши дыхательные пути – это тоннели, высланные слизистой оболочкой, которая постоянно вырабатывает слизь. Эта слизь служит защитным барьером, улавливая пыль, микробы, аллергены. Но для того, чтобы эта слизь выполняла свою функцию эффективно и легко выводилась, она должна быть достаточно жидкой. Когда организм обезвожен, слизь становится густой, вязкой. Она буквально прилипает к стенкам дыхательных путей. Становится трудно откашляться. И именно это приводит к чувству постоянного кома в горле и хроническому кашлю. Вы, наверное, замечали, как меняется качество мокроты в течение дня или в зависимости от того, сколько вы пили утром, она часто самая густая, потому что за ночь мы теряем влагу. Так что же делать? Ответ прост: пить достаточно теплой, чистой воды в течение всего дня. Я подчеркиваю, теплой. Холодная вода может сужать сосуды и даже временно раздражать дыхательные пути, тогда как теплая вода, наоборот, способствует расслаблению, улучшает кровообращение и помогает разжижать слизь. Идеально начинать утро со стакана теплой воды. Возможно, с долькой лимона. Это запускает обменные процессы, увлажняет слизистые после сна и сигнализирует организму о начале нового дня. В течение дня старайтесь пить понемногу, но регулярно. Не ждите, пока почувствуете жажду. Держите при себе стакан воды или небольшую бутылочку. Цель – около 2,5 литров жидкости в день. Но это не только чистая вода. Сюда можно включить и травяные чаи, которые обладают дополнительными полезными свойствами. Например, отвар шиповника – это кладезь витамина С, который укрепляет иммунитет. Чаи из ромашки, липы или мяты обладают противовоспалительными свойствами и помогают успокоить раздраженное горло. Можно заварить чабрец или душицу.
Они известны своими отхаркивающими свойствами. Избегайте чрезмерного употребления кофе и черного чая, так как они обладают мочегонным эффектом и могут способствовать обезвоживанию. А также ограничьте газированные напитки и соки из пакетов, которые часто содержат много сахара и могут вызывать воспаление. Помните, что вода – это не просто напиток, это жизненно важный элемент, который участвует во всех процессах нашего организма, включая очищение и детоксикацию. Достаточное количество воды помогает не только разжижать мокроту, но и улучшает работу почек, выводит токсины, поддерживает здоровье кожи и суставов. Это простая привычка, которая требует лишь немного внимания и дисциплины, но ее влияние на ваше самочувствие и способность дышать свободно огромно. Просто представьте, как легко и приятно будет, когда слизь перестанет быть проблемой, когда вы сможете говорить, смеяться и петь без дискомфорта. Начните прямо сегодня, и вы почувствуете разницу уже через несколько дней. А теперь давайте перейдем к следующему важному аспекту – питанию. Ведь то, что мы едим, напрямую влияет на то, как наш организм производит и обрабатывает слизь. Итак, мы поговорили о важности достаточного употребления воды, но не менее, а порой и более важным является то, что мы кладем себе в рот. Наше питание оказывает колоссальное влияние на состояние слизистых оболочек и процесс выработки мокроты. Некоторые продукты, к сожалению, могут способствовать усилению слизеобразования и воспаления в дыхательных путях, делая вашу жизнь с постоянным кашлем просто невыносимой. К таким провокаторам относятся молочные продукты. Особенно цельное молоко. Для многих это звучит удивительно. Ведь с детства нас учили, что молоко полезно. Однако у некоторых людей, особенно с возрастом, ферменты, необходимые для расщепления молочного сахара лактозы, вырабатываются в недостаточном количестве, что может приводить к образованию более густой и липкой слизи. Если вы заметили, что после употребления молока, кефира или творога у вас усиливается кашель и мокрота становится более вязкой, попробуйте на время исключить молочные продукты или заменить их на растительные альтернативы миндальное, овсяное или соевое молоко. Вы можете быть очень удивлены результатом. Кроме молочных продуктов, стоит обратить внимание на сахар и все продукты, которые его содержат в больших количествах: конфеты, выпечка, сладкие напитки, обработанные десерты. Сахар не только вызывает воспаление в организме, но и способствует росту патогенных бактерий и грибков, которые могут дополнительно раздражать слизистые оболочки дыхательных путей и стимулировать выработку слизи. Попробуйте значительно сократить потребление сахара. Вы увидите, как это положительно скажется не только на вашем дыхании, но и на общем самочувствии, уровне энергии и даже настроении. Замените сладости свежими фруктами и ягодами, сухофруктами в умеренных количествах или медом, о котором мы еще поговорим. Теперь о том, что нужно добавить в свой рацион, чтобы помочь организму бороться с избыточной слизью. Это продукты, богатые противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые естественным образом разжижают мокроту и укрепляют иммунитет. Во-первых, это свежие овощи и фрукты, особенно те, что содержат много витамина С, цитрусовые, киви, болгарский перец, брокколи, квашеная капуста – это отличные источники. Витамин С не только поддерживает иммунную систему, но и играет роль в уменьшении воспаления. Добавляйте их в каждый прием пищи. Во-вторых, обратите внимание на природные отхаркивающие средства, которые всегда были в почете в народной медицине. И не зря. Чеснок и лук – это настоящие природные антибиотики. Они содержат соединения серы, которые обладают мощными антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми свойствами. Добавление их в ежедневный рацион, будь то в супы, салаты или просто в свежем виде, поможет уменьшить количество вредных микроорганизмов в дыхательных путях и снизить воспаление. Имбирь – еще один мощный союзник. Он обладает согревающим и противовоспалительным действием,
Добавляйте свежий имбирь в чай, готовьте с ним супы или просто жуйте маленький кусочек. Куркума. Специя. Активно используемая в восточной кухне. Содержит куркумин, вещество с выраженными противовоспалительными свойствами. Добавляйте куркуму в свои блюда. Например, в рис, овощные рагу или даже готовьте золотое молоко на растительной основе. Это напиток, который очень полезен для слизистых. И, конечно же, мед. Натуральный мед – это не только вкусное лакомство, но и мощное средство для борьбы с кашлем и мокротой. Он обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, обволакивает горло и помогает успокоить раздражение. Добавьте ложку меда в теплую воду с лимоном, в травяной чай или просто рассасывайте его медленно. Только убедитесь, что мед натуральный, без добавок. Помните, что эти продукты не панацея, но их регулярное включение в ваш рацион в сочетании с достаточным употреблением воды может значительно улучшить ваше состояние. Важно подходить к питанию осознанно, прислушиваясь к своему организму. Переход на более чистую и натуральную пищу – это не просто диета, это образ жизни, который принесет вам легкость, энергию и, что самое главное, свободное дыхание. Теперь, когда мы обсудили важность водного баланса и правильного питания для уменьшения мокроты, давайте перейдем к аспектам, которые касаются нашего дыхания и окружающей среды. Они играют не менее важную роль в том, как функционируют наши легкие и насколько легко мы можем избавиться от избыточной слизи. Начнем с третьего важного пункта – дыхательные упражнения и правильная осанка. Вы, возможно, удивитесь, но то, как мы дышим и как держимся, напрямую влияет на способность наших легких очищаться. С возрастом многие из нас начинают дышать поверхностно, используя в основном верхнюю часть легких, а диафрагма, наша главная дыхательная мышца, работает не в полную силу. Это приводит к застою воздуха в нижних отделах легких, что, в свою очередь, может способствовать накоплению слизи и затруднять ее выведение. Кроме того, сутулость, которая часто развивается с годами, сжимает грудную клетку, не позволяя легким полностью расправляться. Что же делать? Практикуйте глубокое диафрагмальное брюшное дыхание. Это очень простое, но невероятно эффективное упражнение. Лягте на спину или сядьте удобно, положите одну руку на грудь, другую – на живот. Вдыхайте медленно через нос, стараясь, чтобы поднимался живот, а грудь оставалась практически неподвижной. Представьте, как воздух наполняет ваш живот, будто воздушный шарик. Затем медленно выдыхайте через рот, слегка поджав губы, как будто выдуваете свечу. Старайтесь выдохнуть весь воздух. Практикуйте это упражнение по 5-10 минут несколько раз в день. Оно помогает укрепить диафрагму, улучшает вентиляцию легких и способствует более эффективному отхождению мокроты. Еще одно полезное упражнение – дыхание с сопротивлением. Например, надувание воздушных шариков или выдох через тонкую трубочку в стакан с водой. Это создает небольшое сопротивление, тренируя дыхательные мышцы и помогая вытолкнуть слизь. Кроме дыхательных упражнений, обратите внимание на свою осанку. Старайтесь держать спину прямо, расправлять плечи, как будто ниточка тянет вас вверх за макушку. Правильная осанка расширяет пространство для легких, позволяя им работать более эффективно и улучшая отток слизи. Простые растяжки и легкая гимнастика, направленная на раскрытие грудной клетки, также будут очень полезны. Четвертый аспект – это окружающая среда и качество воздуха, которым мы дышим. Загрязненный, сухой или наполненный аллергенами воздух – это постоянный раздражитель для наших дыхательных путей, который стимулирует выработку слизи как защитную реакцию. В наших домах, особенно в отопительный сезон, воздух становится очень сухим. Сухой воздух высушивает слизистые оболочки носа и горла, делая слизь более густой и трудновыводимой. Поэтому использование увлажнителя воздуха, особенно в спальне, может значительно облегчить состояние
Идеальный уровень влажности в помещении 40–60%. Помимо влажности, важно следить за чистотой воздуха. Регулярная влажная уборка в доме поможет избавиться от пыли, пыльцы, шерсти домашних животных и других аллергенов, которые могут вызывать раздражение и кашель. Проветривайте помещение несколько раз в день, даже зимой. Свежий воздух не только обогащает помещение кислородом, но и помогает вывести застоявшийся, возможно, загрязненный воздух, если вы живете в районе с плохой экологией. Возможно. Стоит подумать об очистителе воздуха. И, конечно, избегайте курения и пассивного курения. Табачный дым – один из самых мощных раздражителей для дыхательных путей, который разрушает реснички, выстилающие бронхи, и вызывает хроническое воспаление и чрезмерное образование слизи. Если вы курите, это один из самых важных шагов, которые вы можете предпринять для улучшения своего дыхания и общего здоровья. Отказ от курения принесет облегчение практически немедленно. Наконец, 5-й, но не менее важный пункт – это управление стрессом и достаточный сон. На первый взгляд может показаться, что это не имеет прямого отношения к мокроте. Но это не так. Стресс ослабляет иммунную систему, делая нас более уязвимыми к инфекциям, которые могут вызывать кашель и увеличение слизи. Хронический стресс также может влиять на работу вегетативной нервной системы, что косвенно влияет на производство слизи, а недостаток сна не дает организму полноценно восстановиться, подавляет иммунитет и усиливает воспалительные процессы. Старайтесь обеспечить себе 7–8 часов качественного сна каждую ночь. Создайте ритуал отхода ко сну, теплая ванна, чтение книги, спокойная музыка, методы релаксации, такие как медитация, глубокое дыхание, о котором мы говорили, йога или просто прогулки на свежем воздухе, могут значительно снизить уровень стресса. Когда вы отдохнувшие и спокойные, ваш организм работает гораздо более гармонично, и это сказывается на всех системах, включая дыхательную. Помните, что ваше тело – это сложная, но удивительно саморегулирующаяся система, и когда вы поддерживаете ее баланс, она отвечает вам здоровьем и легкостью. Мы с вами прошли через 5 важных аспектов, которые могут значительно облегчить или полностью устранить проблему ежедневного кашля с мокротой после 60. Мы начали с того, как критически важно поддерживать водный баланс, чтобы слизь оставалась жидкой и легко выводилась, вспоминая о пользе теплой воды и травяных чаев. Затем мы углубились в мир питания, узнав, какие продукты могут усиливать образование слизи, а какие, наоборот, помогают ее уменьшить и обладают противовоспалительными свойствами, будь то имбирь, чеснок или мед. Мы поговорили о том, как простые дыхательные упражнения и правильная осанка могут открыть ваши легкие, улучшая их вентиляцию и помогая избавиться от застоявшейся мокроты. И, конечно, мы затронули тему качества воздуха в нашем доме и вокруг нас, подчеркнув роль увлажнителей, регулярной уборки и отказа от вредных привычек. Наконец, мы осознали, как сильны влияние стресса и сна на нашу иммунную систему и способность организма к самоочищению. Все это кажется таким простым, не так ли? И это действительно так. Эти шаги не требуют сложных медицинских процедур или дорогих лекарств. Они основаны на естественных принципах работы нашего тела. Помните, что каждый маленький шаг, каждое сознательное изменение приносит огромную пользу. Не нужно бросаться в крайности и пытаться изменить все сразу. Начните с того, что кажется вам самым простым и комфортным. Возможно, это будет стакан теплой воды каждое утро или исключение одного продукта из рациона, который, как вы подозреваете, вызывает проблемы. Главное – начать и быть последовательными. Ваше тело обязательно откликнется благодарностью, и вы почувствуете разницу уже очень скоро. Легкость дыхания. Отсутствие постоянного першения и кашля – это не просто мечта, это достижимая реальность. Помните, что ваше здоровье находится в ваших руках, и у вас есть все инструменты, чтобы жить полной, здоровой и счастливой жизнью в любом возрасте. Не позволяйте незначительным, казалось бы,
проблемам лишать вас радости каждого дня. Уделите внимание своему телу. Прислушайтесь к нему, и оно ответит вам взаимностью. Расскажите в комментариях, какие из этих советов вы уже пробовали или планируете попробовать в первую очередь. Возможно, у вас есть свои проверенные методы борьбы с мокротой, которыми вы готовы поделиться. Нам всем будет очень интересно узнать о вашем опыте и ваших историях. Ваши комментарии помогают другим людям, которые сталкиваются с похожими проблемами. Если это видео было для вас полезным, пожалуйста, поставьте лайк, это очень помогает развитию канала и показывает мне, что такие видео вам нужны. И, конечно же, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые видео о том, как оставаться здоровыми, энергичными и счастливыми в любом возрасте. Мы регулярно делимся проверенными и натуральными методами улучшения качества жизни. И я уверена, что вы найдете для себя еще много полезного. Живите полной жизнью, дышите легко и наслаждайтесь каждым моментом, вы этого заслуживаете. И ваш возраст – это не приговор, а новая глава, полная удивительных открытий и возможностей. Будьте здоровы и счастливы.